темных глубинах Тихого океана, где солнечные лучи едва касаются дна, команда исследователей наткнулась на нечто, что может изменить наше понимание о силе природы. Используя новейшие технологии подводного картографирования, они заметили странные аномалии на экране радаров. Кто проживает на дне океана? Изначально это казалось простым геологическим образованием, но по мере приближения выяснилось, что это нечто большее. Безмолвный гигант, скрытый тысячами футов воды, оказался активным подводным вулканом. Заинтригованные ученые немедленно начали изучение этой находки. Доступ к таким глубинам всегда сложен, поэтому в ход пошли автономные подводные дроны и беспилотные субмарины, оснащенные современными сенсорами. Собираемые данные вскоре подтвердили, вулкан не только активен, но и потенциал его извержения может оказаться разрушительным. Температурные датчики фиксировали значительные колебания, а химический анализ проб воды свидетельствовал о повышенной сейсмической активности. Каждый момент на дне океана таил в себе риск, но исследователи не отступали. Они понимали, что открытие подобного масштаба потребует времени и усилий, чтобы определить его истинную опасность. Каждый собранный факт давал понять: это не просто вулкан, это потенциальная угроза, которая может затмить все известные вулканические события. Пользуясь каждой минутой, экспедиция работала днем и ночью, фиксируя мельчайшие изменения и анализируя данные. Тем временем на поверхность начала поступать информация, которая быстро распространилась по научным сообществам и вызвала волну беспокойства. Ощущение, что подводный мир только начал открывать свои секреты, усиливалось с каждым часом. Что же скрывает этот гигант и какой вызов он бросает человечеству? Тайны глубин, как оказалось, могут быть не только интересными, но и опасными. Подводный гигант. Насколько он велик и опасен? За тысячи футов под поверхностью океана находится этот огромный вулканический гигант, который подавляет своим масштабом. Его размеры поражают воображение даже опытных исследователей. Располагаясь на обширной площади, равной нескольким квадратным милям, этот подводный вулкан возвышается над океанским дном, как неприступная цитадель из лавы и окаменелой магмы. Ее высота достигает нескольких тысяч футов, напоминая об огромной силе, которой природа готова поделиться с человечеством. Изучая его поверхность с помощью подводных дронов, ученые обнаружили сеть трещин и разломов, которые свидетельствуют о недавней активности. Из этих трещин периодически выбрасываются горячие газы и пар, создавая вокруг вулкана загадочную завесу из пузырящейся воды. Температура вблизи его жерла настолько высока, что пробираться сюда становится опасно даже для автономной техники. Подводные камеры зафиксировали внутри кратера движение лавы, что говорит о возможном накоплении давления. Эксперты в один голос утверждают, что при извержении этот вулкан способен высвободить тысячи кубических миль магмы. Сила, с которой лавовые потоки могут подняться из глубин океана, способна менять ландшафт дна и уничтожать все на своем пути. Сейсмологи предсказывают, что извержение может иметь разрушительные последствия, сопоставимые с историческими катастрофами. Достаточно вспомнить события прошлого, когда подобные извержения вызывали сильнейшие цунами. Настойчивый мониторинг подводного гиганта становится первоочередной задачей научных команд, стремящихся предотвратить катастрофу, пока загадочный вулкан лишь готовится напомнить о своем существовании. В следующей части исследования мы рассмотрим, какие страны могут оказаться под угрозой и что уже предпринимается для снижения рисков. Невидимый монстр. Как он может стать угрозой для стран? Скрытый в недрах океана, этот невидимый монстр представляет собой угрозу, которую сложно вообразить. Незримый для обывателя, но прекрасно понятный ученым, вулкан может нанести удар по множеству стран. Наиболее уязвимы те, что находятся на побережьях Тихого океана. Мощные волновые удары, вызванные возможным извержением, могут ударить по островным государствам, таким как Япония и Филиппины, а также по длинным береговым линиям Соединенных Штатов, Мексики и Южной Америки. Эксперты оценивают разрушительный потенциал вулкана, анализируя данные о его активности. Страны, часто сталкивающиеся с природными катастрофами, уже начали разрабатывать планы на случай чрезвычайной ситуации. Власти в срочном порядке модернизируют системы раннего предупреждения, чтобы вовремя оповестить жителей о надвигающихся цунами, которые могут быть вызваны извержением. Международные группы ученых, специалисты по вулканологии и океанографии объединили усилия, чтобы создать глобальную сеть мониторинга. Они отслеживают сейсмическую активность подводного гиганта, надеясь выявить ранние признаки извержения. Это позволяет заранее оценивать возможные сценарии и готовить рекомендации по эвакуации и мерам предосторожности. Разработка стратегий подготовки и смягчения последствий стала одним из приоритетных направлений сотрудничества между странами. Так, например, некоторые государства уже проводят учения по эвакуации и разрабатывают специальные планы для защиты населения. Это позволяет подготовиться к худшему сценарию, даже если вероятность такой катастрофы кажется небольшой.
Но как быть уверенными в этом? Об этом мы поговорим далее, рассматривая, что наука говорит о вероятности извержения этого подводного гиганта. Вулканы прошлого, уроки из прошлого и параллели с настоящим. Извержение подводного вулкана может казаться событием из фантастического фильма, но история знает места, где такие катастрофы стали реальностью. Давайте вернемся более чем на 300 лет назад к извержению вулкана Кракатоа в 1883 году. Тогда его мощь привела к крупнейшему цунами, погубившему десятки тысяч жизней и изменившему климат. Более 2 кубических миль выброшенных пепла и лавы образовали облако, накрывшее огромные территории, и тем самым перевернули погодные условия по всей планете. Сравнивая данные, ученые находят параллели с текущей подводной находкой. Подобно Кракатау, наш исследуемый вулкан обладает мощным резервуаром магмы, который в случае извержения может вызвать серьезные разрушения. В истории было еще множество примеров того, как подводные вулканы приводили к настоящим бедствиям. Например, в 2022 году в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Тонга, которое повлекло землетрясение, цунами и огромный столб пепла, который достиг стратосферы Земли. Текущая ситуация становится тревожной и потому, что у подводного вулкана уже наблюдаются признаки активности, похожие на события прошлого. Сожжение горячих газов, выходящих из трещин, напоминает первые этапы извержений прошлых вулканов. Эти сигналы подводят нас к выводу, что следует быть готовыми к любым последствиям. Ведь уроки из прошлого не оставляют места для легкомыслия. Каждый сигнал на дне океана — это предупреждение о возможной угрозе, на которое необходимо реагировать с максимальной серьезностью. В будущем нестабильность этих природных формирований может стать новым вызовом для науки, и понимание их поведения — первоочередная задача. Но что говорит современная наука о вероятности извержения нашего гиганта? Часы тикают. Что говорит наука о вероятности извержения? Современная наука, вооруженная передовыми инструментами и методами, встала на защиту нашего будущего. Сейсмологи и вулканологи используют новейшие технологии, чтобы попытаться предсказать поведение подводного гиганта. Температурные датчики, установленные вблизи вулкана, фиксируют колебания температуры и давления, что позволяет ученым строить модели потенциального извержения. Подводные дроны и субмарины продолжают собирать данные о химическом составе воды, что является важным показателем вулканической активности. Наблюдения показывают, что магма в недрах вулкана активно движется, что может свидетельствовать о подготовке к извержению. Ученые сравнивают этот процесс с кипящим чайником, который в любой момент может выплеснуть свое содержимое наружу. При этом накопление давления в магматических камерах вызывает повышенную сейсмическую активность, что уже было отмечено в данном регионе. Это усиливает опасения, что извержение может произойти в ближайшие десятилетия. Но насколько вероятно, что это случится скоро? Прогнозы остаются нечеткими, так как подводные вулканы сложно изучать, и любой метод прогнозирования содержит элемент неопределенности. Однако международные команды продолжают объединять усилия для создания более точных моделей и систем раннего предупреждения. Они надеются, что смогут предсказать время и место возможного катастрофического события, чтобы минимизировать его ущерб. Итак, вопрос о том, когда именно произойдет извержение, остается открытым. Однако наука не прекращает искать ответы, и новые открытия могут изменить наше понимание подводных гигантов. В надежде предотвратить бедствия ученые вносят огромный вклад в глобальные усилия по предотвращению природных катастроф. Ведь время — это единственное, что сейчас работает против нас, и каждая минута, проведенная в изучении вулкана, это еще один шанс подготовиться к неизбежному. Цунами-убийцы. Как подводный вулкан может создать волну разрушений? Сила цунами, вызываемого подводным извержением, может быть опустошительной. Когда огромные массы воды сталкиваются с энергией вулканического взрыва, результатом может стать гигантская волна, способная уничтожить целые поселения на своем пути. Такие волны движутся на огромной скорости, иногда превышающей 500 миль в час, и могут достигать высоты более 100 футов, когда они подходят к побережью. В случае извержения нашего подводного вулкана ученые прогнозируют возможность возникновения одной из наиболее разрушительных волн, которые когда-либо наблюдались. Энергия, высвобождаемая при таком событии, способна вызвать цепную реакцию, толкающую воду на тысячи миль от эпицентра катастрофы. Это особенно опасно для густонаселенных районов, которые могут не успеть вовремя эвакуировать жителей. Дополнительные риски связаны с тем, что подводный вулкан может вызвать еще и вторичные явления,
такие как землетрясения и даже оползни на морском дне. Эти процессы усиливают мощь цунами, увеличивая его разрушительный потенциал. В прошлом такие события приводили к катастрофам, убивавшим десятки тысяч людей и вызывавшим долгосрочные экологические последствия. Чтобы оценить возможность и масштабы этих последствий, международные научные группы разрабатывают модели, симулирующие поведение волн. Они учитывают параметры, как, например, мощность извержения и глубину вулкана. Это позволяет прогнозировать сценарии и разрабатывать планы действий для защиты населения. Возможно, именно эти исследования смогут предотвратить самую страшную катастрофу нашего времени. Но как страны готовятся реагировать на такую угрозу и что уже предпринимается для обеспечения безопасности людей, остается важным вопросом для всех, кто находится в зоне риска. Подготовка или паника? Как страны оценивают риски? Новость об активном подводном вулкане стала настоящим вызовом для стран, оказавшихся под угрозой. Первым шагом в ответ на эту потенциальную угрозу стало создание чрезвычайных штабов и кризисных центров. Эти учреждения оперативно связались с учеными, чтобы получить самые актуальные данные о сейсмической активности. В свою очередь, правительства стран начали пересматривать существующие планы на случай стихийных бедствий, внедряя новейшие технологии мониторинга и предупреждения. В Соединенных Штатах, Японии и других прибрежных регионах установлены дополнительные сейсмические датчики и подводные буи, которые моментально фиксируют изменения давления и температуры. Эти данные передаются в режиме реального времени в центры управления, где специалисты анализируют вероятность извержения. В случае обнаружения первых признаков активности системы оповещения мгновенно информируют местное население с помощью сообщений на мобильные устройства и сирен. Параллельно с техническими мерами страны начали обучение и тренировку населения по эвакуации. Учебные тревоги стали частью жизни в прибрежных поселениях. Люди учатся, как быстро покинуть опасные районы, чтобы минимизировать жертвы в случае цунами. Некоторые государства даже формируют специально обученные группы добровольцев, которые помогают в эвакуации и оказывают первую помощь пострадавшим. На международном уровне проводится активное сотрудничество. Страны обмениваются данными, опытом и ресурсами для борьбы с общими угрозами. Создано несколько совместных проектов по разработке новых способов предсказания извержений и цунами. Эти инициативы позволяют более эффективно использовать имеющиеся знания и технологии, а также помогают создать систему раннего предупреждения, способную спасти миллионы жизней. Однако не все действия сводятся только к предотвращению катастрофы. Страны вкладывают средства и в исследование влияния изменения климата на вулканическую активность. Это долгосрочная задача, но она помогает лучше понимать сложную динамику, управляющую подводными гигантами. Только целостный подход, объединяющий научные исследования и меры безопасности, сможет дать человечеству шанс противостоять этой угрозе. И в то время как ученые продолжают работу, правительство и население остаются наготове, справедливо оценивая потенциальные риски и предпринимая меры. Будущее под угрозой. Спасение или неизбежность? Такой вопрос звучит на повестке дня, когда дело касается подводного вулкана, способного породить разрушительное цунами. Столкнувшись с этой новой реальностью, ученые и правительства стран работают над тем, чтобы предугадать и предотвратить худшие сценарии. Сильнейшие мировые державы объединили усилия, создавая сети наблюдения и мониторинга, оснащенные новейшими сенсорами. Но также идет работа и на других фронтах. Ведутся активные исследования, погружающие нас в глубины самого вулкана. Инженеры и геологи разрабатывают специальных подводных роботов, которые могут выдерживать экстремальные условия, чтобы доставить критически важную информацию на поверхность. Эти роботы способны фиксировать малейшие изменения, дающие знать о надвигающейся опасности. Эти данные помогают ученым моделировать возможные сценарии и оценивать риски для окружающих регионов. Однако научные усилия — это лишь часть стратегии. Правительства также делают акцент на усиление мер по защите и информированию населения. Многие страны уже ввели обязательные учения по эвакуации для жителей прибрежных зон. Людям объясняют, как быстро и безопасно покинуть свои дома в случае угрозы стихийного бедствия. В ряде стран разрабатываются приложения для мобильных устройств, предоставляющие актуальные данные о сейсмической активности и инструкции на случай чрезвычайной ситуации. Важную роль играют и международные договоренности. Страны, находящиеся в зоне риска, активно сотрудничают, делясь данными, опытом и ресурсами. Это позволяет не только более эффективно использовать имеющиеся технологии, но и открывать новые горизонты в предсказании и предупреждении природных катастроф. Несмотря на масштабные усилия, будущее остается неопределенным. Вулкан — это сила природы, которая всегда будет представлять собой опасность. Тем не менее, человечество вооружается знаниями и технологиями, стремясь сократить возможные последствия до минимума. С такой координированной стратегией никто не останется в одиночестве в борьбе с этой угрозой. И хотя неизвестно, когда и как проявит себя подводный гигант,
можно быть уверенным, что мировое сообщество готово встретить вызов.